Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале Вязание крючком. В этом видео я хочу поделиться с вами, как обвязывала свою старую резинку. Вот такой результат у меня получился, я им очень довольна. Она очень хорошо смотрится на волосах, особенно на тонких, да, так объемно, ее хочется рассматривать. Идея с такими резинками, конечно же, уже далеко не новая. Их полно в интернете, разных вариаций. Я выбрала для себя вот такой узор. Для меня эта резинка получилась такой минималистичной, простой, стильной, но в то же время она такая очень необычная. Классно смотрится на волосах, особенно на таких, как у меня, тонких. Для создания резинки я использую пряжу Yarn Jeans в 50 граммах, 160 метров. Здесь смесь хлопка и полиакрила. Здесь классно можно использовать остатки пряжи, тем самым утилизировав и остатки пряжи, и дав новую жизнь резинкам, которые хотелось бы уже выбросить. У меня ушло около трети такого мотка. Крючок использую номер 3, игла с широким ушком для сшивания и, конечно же, ножницы. Я покажу узор на небольшом образце. Это очень простой узор, он состоит из столбиков без накида, просто чередуем, да, способ провязывания столбика. Набирайте 60 воздушных петель. Я наберу для образца 10 воздушных петель. Делаем одну воздушную петлю для подъема и во вторую петлю от крючка, раз, два, провязываем столбик за верхнюю дужку петли, столбик без накида. Так вяжем до конца ряда. Последний столбик. В конце мы распускаем начало цепочки, вот этот узелок. Подтягиваем, заводим крючок в последнюю верхнюю горизонтальную, в левую стенку последнего столбика и подхватываем кончик, выводим его наверх, и во втором ряду просто будем его ввязывать по ходу вязания, прокладываем вдоль верхних горизонтальных. Возвращаю крючок в петлю, воздушная петля для подъема, во всех рядах так делаем. И во вторую петлю от крючка под обе дужки проводим крючок и вяжем второй ряд столбики без накида. Итак, у нас второй и все последующие четные ряды будут провязываться под обе дужки. Да, мы проводим крючок. При необходимости хвостик подтяните. Оставляю, больше вязывать не буду и продолжаю, вяжу до конца. Провязала второй ряд, делаю воздушную петлю для перехода на третий, переворачиваю. И третий, все последующие нечетные ряды мы будем вязать столбики без накида за дальнюю дужку верхней горизонтальной. Вот передняя дужка, вот дальняя, вот за эту. При этом всегда первую и последнюю петлю мы провязываем под обе дужки. Проходим. Провязываем столбик и далее за дальнюю дужку. Так, последнюю петлю провязываем под обе дужки. Далее делаем воздушную, переворачиваем и вяжем четный ряд, провязывая столбики под обе дужки. И вот так мы чередуем, провязываем четные ряды под обе дужки, нечетные ряды за дальнюю дужку. При этом первую и последнюю мы провязываем под обе дужки. И всего мы вяжем 16 рядов. В конце нить не обрезаем и встречаемся в конце вязания детали. Нить обрезаем, оставляя хвостик подлиннее. И сейчас переходим на иголочку. Полностью высвобождаем нить из петли. Я провязала 16 рядов, обрезала нить, оставила кончик подлиннее и обязательно отгладьте деталь, которая у вас получилась. По размерам после отпаривания у меня вышло 6,5 в высоту и 26 в ширину. Далее нам необходимо замкнуть эту деталь в круг. Да, мы складываем крайние стороны друг к другу и будем сшивать. Сшиваем иглой на лицевой стороне, опускаем так, чтобы нить у нас была внизу,
складываем. Да, лицевая сторона у нас на лицевой стороне. Вводим нить в иглу и начинаем. Заводим сначала в противоположную верхнюю горизонтальную, самую первую, да, или последнюю, вот сюда. И далее проходим сначала с правой стороны под первый столбик, да, под основание столбика. То есть у нас основание столбика лежит на иголочке. Да, вот у нас проходит столбик, и на игле лежит основание. Проходим снизу вверх, полностью вытягиваем нить. И в такую же точку на левой стороне тоже снизу вверх под основание столбика крайнего и полностью вытягиваем нить. Далее идем под основание второго столбика, вот сюда. Под основание второго столбика на левой стороне. Так, третий ряд. Идем под основание столбика справа и под основание столбика слева на третьем ряду. И вот таким образом попарно мы сшиваем столбики. Когда вы сошьете около 5-6 столбиков, можно уже потянуть наш шов для того, чтобы он стянулся. Вот мы тянем, и он замыкается, то есть он будет плотно прилегать, да, сторона к стороне. Смотрите, здесь сильно не перетягивайте. Все, продолжайте, пожалуйста, так сшивать до конца. Всего у нас получается 16 пар. Проходите в основание каждого ряда столбика с одной стороны и со второй. И периодически подтягивайте. Вот такой шов у нас получается. И сейчас нам остается только поместить резиночку внутрь, сложить пополам нашу деталь получившуюся. И будем сшивать сейчас нижнюю и верхнюю часть нашей детали. Да, при этом все аккуратненько складываем петелька к петельке. И здесь мы сделаем так, чтобы продлить рисунок наш, да, вот эти полоски. И продолжаем работать этой же нитью, да, и иголочкой. И проходим, вот смотрим, у нас шов, проходим также сюда вот в шов противоположный, да, снизу. И далее у нас вот здесь на части, которая ближе к нам, у нас одна ниточка, да, и вот если чуть поглубже пройти, здесь будет вторая. Нам на этой стороне нужно оставить вот такие бороздочки. Мы их сделаем следующим образом. Вот эту одну мы оставляем, иглу заводим под нее и проходим вот в эту. И далее проходим полностью в противоположную под обе дужки. Далее снова петелька передняя на игле, проходим в дальнюю петельку и в противоположную петлю. И вот таким образом сшиваем каждую пару. Когда уже сильно неудобно становится сшивать, можно вот так вот продеть резинку на всю деталь. И дальше продолжать сшивать.
И вот такая резиночка у нас получается. Я очень надеюсь, что у вас тоже все получилось, что было все понятно и доступно для вас. Обвязывайте свои старые резинки, давайте им новое дыхание, новую жизнь, не надо ничего выбрасывать, всегда можно что-то переделать и получить вот такие классные результаты. Большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, оставляйте комментарии, ставьте лайки и до новых видео. Пока-пока!